светлые волосы. Так все устраивает, да? Ага. Да. Ну, смотрите, что-то. копировать у нас так и так не получится. Да и смысла нету копировать. Тем более это акварель. Мы будем переводить акварель в масло. Акварель или акрил? Акварель, скорее всего, да? Да, это акварель. Здесь холодные тоны, но чуть-чуть, чтобы желтый был как солнце. Теплее немножко, да? Чуть-чуть. Так, подождите. У нас это будет холодный, а чуть-чуть может быть. Подождите, может я чуть-чуть изменю его, зажгу. Тепла немножко. Цвет. Оттеночек. Вот чуть-чуть теплее сделаю. Чуть-чуть. Вот немножко. Вот. Это поможет. Вообще, если с экрана компьютера пишете, планшеты, они всегда холодят. Они голубым светом таким желательно немножко утеплять для большей естественности. Но немножко, не нужно вот так вот это делать. Чуть-чуть уже поможет, вот снивелирует вот этот холод от экрана. Так, вперед. Смотрите, что делаем. Не от рисунка, рисунок мы попозже наберем, сейчас нам нужно атмосферу создать. Берем кисть строительную, можно какую-нибудь, ту кисть, которую не жалко. Потому что штриховка, особенно когда вот хорошую кисть берешь и поперек вот так вот делаешь, даже очень качественная кисть, а вот эти очень качественные, это японская, ломается, да? Они трепятся, да. А это не жалко, она 20 рублей стоит, по-моему. Вот такие кисти нам нужны для черновой работы. Смотрите, здесь у нас в данном случае очень сухой двойник, 90% White Spirit или пенен. Пенен тоже можно скипидар. И лак. То есть лак. Масло. 10% масла. Лак тоже вещь хорошая, но поскольку тут запахи, мы не используем. Для чего такой сухой? Чтобы вот этот первый слой подсох, дал нам работать поверху, дал нам возможность ромашки какие-то сделать поверху. Так, очень жидко разбавляем масло, создаем оттенки грязноватые такие вот, серовато какие-то. Да, грунт я сделал вчера еще вечером, готовил, это акриловый серый грунт. Мой грунт, он такой цеплючий, держит краску. Мы не будем карандашем делать. Чуть попозже. Сейчас создадим атмосферу тоненькую, а потом сделаем карандашом. У краев, вот когда штрихуешь, здесь можно смело, как угодно, прокладывать краску. У краев аккуратно, потому что брызги летят очень далеко. Да, рукой вот так вот вращаем. То есть, чтобы не было какой-то вот такой вот полосатости. А когда был бы белый холст, тогда нужно было, да, что-то дать, отколеровать, желательно, какой-нибудь оттенок дать. Губочкой, тот же серый. Начинающим на белых грунтах очень нежелательно писать. По палитре для зрителей смысла не вижу говорить. Здесь нет таких каких-то красок. Ну, вот, возможно, вот эти вот две розовые сонетовские, розовая и фиолетовая сонеты. Такие. И вот еще, возможно, пригодится турецкая зеленая. Все остальные краски заменимы. Может быть, один коричневый, второй коричневый, кадмии могут быть в разные стороны. То есть не принципиально. Возможно, только вот эти, которые я назвал, они принципиальны. Вот бирюза, ладога, может быть, вот эти вот. Так, вот смотрите, ярко. Сразу срабатывает, вот я зацепил много краски, кроющей фиолетовой. Сразу должен срабатывать звоночек очень ярко. Сразу стоп, вот грязним. И у меня здесь в качестве успокаивающего такого цвета это сажа. Не сажа, сажа это плохая очень краска, она вылазит, может со временем немножко подниматься. Вот, понимаете, сначала одно, а ты на следующий день или даже через кто-то месяц приходит, а сажа как бы всплывает. Она долго не сохнет и проникает как краситель через уже просохший слой. То Хорошо есть, знать вот это. А когда пастозно работаешь, не страшно. Вот когда сажу мешаешь с густыми красками, можно, сажа это неплохая краска, по крайней мере она очень дешевая. Вот, в данном случае это глубокая черная от Подольска. Она может быть заменена на
персиковая черная, там Марс черный, любой какой-нибудь темный нейтральный цвет. Так я к тому, с чего начал. Я черным, как с таким универсальным, универсальной краской, которая успокаивает любые оттенки. Я смешиваю, чтобы был цвет немножко поспокойнее. Синий — это у нас кобальт. На этом этапе главное не копировать. Начинающие вот по опыту, они высушивают свою работу, потому что слишком стараются передать вот эти пятна. Это случайность. Здесь набор случайностей очень большой. Конечно, сама фигура и цветы не случайны, травка не случайна. Фон. И даже травка случайна. Вот я заметил, вот здесь симметрия есть. Вот раз-два, и вот раз-два, абсолютно симметричных два. Ну, то есть, я к тому, что здесь много случайностей, художник особо не парился, он создал какие-то пятна и все. А начинающий, стремясь повторить все досконально, он высушивает эту работу. Он попробовал раз, не то, начинает второй, вот опять не то. И получается набор таких вот ошибок, которые вообще не нужны. Нужна свобода, нужно вычленять главное, там действительно нужно стараться, главный объект, ну, в данном случае голова лошади и девушка. А второстепенные вещи набирать свободно, не так, как там. Более того, нам не нужно повторение. Зачем? Вы, конечно, имеете, как начинающий художник, полное право повторить эту работу. Ну, полное право, потому что так устроен процесс обучения с натуры или с произведений чьих-то возможно повторять. Тут художник за вас решил. Тут не то, что это не вопрос копирования, здесь вопрос вхождения в художественную среду. Художник за вас создал этот мир. Он перевел образ, возможно, натуру какую-то на художественный язык. Вы должны буквально вот пальцами пощупать, как это сделано, чтобы понять, войти, почувствовать, что такое вот кожей своей, как художник переиначивает, перекладывает мир, такой вот наш всем привычный, в художественный образ. То есть вам никто не запрещает повторить работу, а то, что вы должны свободно это делать, не за, ну, вот о чем мы минуту назад говорили, не копируя досконально, а свободно достаточно, это даст вам еще один толчок к свободе, той необходимой свободе, которая и делает художника. То есть не зависеть от каких-то там, ну, в общем, не слушайте, вот я сам немножко запутался, но вы должны понять, вы должны быть свободны. Тогда у вас вырастут... Мне важно чувство, что здесь получается. Вот, когда я смотрю картину и выбираю, тогда я ищу чувство. Чувство, правильно. Чувство. Да. Ну, вам чувство, ощущения. Правильно. То есть, если вы будете досконально перерисовывать здесь ромашкой, а вот это немножко левее, сколько вот здесь ученики у меня так обычно и делают, многие, вот сюда ромашечку, а это не важно, да, сделаю не там немножко, вот там помогаю, когда нет, эта ромашка не здесь, она должна быть вот здесь. Я смотрю, ну вот приехали, ну а какая разница, где эта ромашка, она здесь не важна. Вот там, например, композиция, в данном случае вот лошадь и девушка, она важна, должны быть на своих местах. Точно. Вот. Ну вот, надеюсь, я передал вот это вот, то, что я хотел сказать. Да, я нужно быть свободно, сказать, и когда ты копируешь, это трудно, тяжело и неблагодарно, когда ты досконально копируешь второстепенности какие-то, а когда ты свободно работаешь, пускай немножко уводишь работу в другую сторону, но ты творишь, ты получаешь удовольствие. И, ну, и, по крайней мере, работа идет быстро и не замучена, не результат хороший. Поэтому ваши работы мне нравятся. Они такие легкие, и там есть вот это чувство. Ну, возможно. Вот это есть то, что мне нравится.
Да, можно две кисточки использовать для темного и для светлого. Вот я вижу здесь изумрудку. Чтобы не портить вот это, чтобы не отмывать. Ее недолго отмыть, но много материала уйдет. Пока без рисунка, пока пятнами, а рисунок появится сам собой. Но мы немножко так начертим карандашиком, поможем. Размер 50-70. Да, немножко не совпадают, но это и лучше. Да. Они здесь в квадрате, им тесно, им идти некуда особо. Мы чуть-чуть сделаем. Смотрите, немножко поработал. Какая кисть. Вот она. Уже. И любая щетина, она так ломается. Ну, может, не за такой короткий срок. Вот это не так закалена щетина, как вот это. У нее закалка очень сильная. А здесь она. Вот на таких пару картин и все, и выбрасываете такую кисточку. Да. Вот есть у меня моделирующие мастихинчики такие узкие, сделанные из обычных мастихинов, обточенные на точиле. На камеру покажу. Вот они очень узенькие, очень юркие и подвижные. Рисовать ими можно как тонкие линии, так очень удобно вот так вот разносить. Краски. Так, вот уже можно поискать немножко. Тут можно от пятна пойти. Хотя и рисунок здесь совсем не сложный, можно сделать линейный рисунок. Можно рисунок делать красками даже, да? Да, можно, да. Ну, не знаю, я привык к карандашам, к таким жестким. Вот, по-моему, 8H или 6H максимально жесткие. Они особо не оставляют грифель. Вот смотрите, они едва видны, то есть они не особо грязнят краску впоследствии, когда работаешь в один сеанс. Вот можно прям по краске поискать контуры, симметрию вот этой лошади.
та краска, которая также одна из необходимых, это Марс оранжевый для кожи. Для кожи, да. Да, на нем будем делать кожу. Смотрите, вот так вот, как болваночку такую делаем. Угу. Вот позвоночник, линию позвоночника всегда нужно чувствовать, как она уходит. И, так сказать, череп, как такое яичко, вот оно садится на этот позвоночник. Вот так вот. Вот. А потом на него и волосы, и ушки, и все найдем. Так, все, можно начинать уже более детальную прорисовку. Сейчас уже берем более плотные краски, без белил. Да, серединную линию всегда должны чувствовать. Вот, ну, у любого предмета симметричного нужно серединную линию. Мне цвет волос своей девочки потом покажете? Ну, это... Ну, покажите, если не трудно. Она у вас там на планшете. Вот, цвет кожи, но это во всех видео говорю. Есть всякие неаполитанские, телесные и так далее. Это не обязательно держать у себя в арсенале. Достаточно Марс оранжевый, который он, ну, это одна из самых необходимых красок, Марс оранжевый. Когда он у вас есть, тогда и не нужно все эти неаполитанки, потому что он в разбеле дает вот такой вот средний цвет, достаточно насыщенный цвет кожи, а потом, который вот этот базовый можно гонять в холодную и в теплую сторону. То есть добавляю туда зеленые, фиолетовые, синие, добавляю туда, наоборот, красные и карплак. Мы будем вот так вот любой оттенок, ну не любой, но почти любой оттенок можно дать через вот этот Марс оранжевый. Универсальный такой вот цвет. Делим свет на теплое, холодное. Предмет, точнее, освещение. Теплое у нас солнце пойдет вот откуда-то, вот из-за нашего правого плеча, насколько я чувствую по картинке. Соответственно, вот эти части будут, можно прямо нарисовать вот здесь оранжевую стрелку и всем. И будет. Да. Вот чтобы не запутались, я начинающим. Прям буквально можно нарисовать здесь оранжевую стрелочку такую, что отсюда теплый цвет идет. Отсюда можно голубую стрелочку. Отсюда зеленую стрелочку. Вот эти поверхности дадут зеленые оттенки. Достаточно теплые, кстати. Рефлексы. Ну, отсюда то же самое можно какой-нибудь придумать фиолетовый оттенок. Чтобы не запутаться вот в этих, ну, в рефлексах. Вот под волосы мы закладываем цвет тени. Вот дайте мне планшет, я просто зрителю скажу. Вот у вашей девочки, хотя она блондинка, но смотрите, внутри почти черный, теплый черный оттенок. Мы смело закладываем вот этот коричневый под блондинку
снизу цвет. Главное тонким слоем это сделать. Вот, а поверху уже пойдут более светлые. Лишнюю краску снимаем постоянно. Чем тоньше оттенки, тем легче работать. Чем тоньше краска. Вот я краску снял, и она... Теперь легко ее можно моделировать, понимаете? Делать... гонять ее в тот рисунок, какой тебе нужен. Вот она тоненько перетирается, нежная. Возникают оттенки, кстати, достаточно сложные. Когда много краски в толстых слоях, сложных оттенков не получается, потому что нет эффекта лессировки, когда тонкий через один слой виден другой слой. А здесь немножко этот эффект присутствует. Можно добиться. Пробуем белый, как он будет лежать. Самое светлое место ищем. Легкий оттеночек можно придать охрой или кадмием. Кадмий желто-темный, он такой солнечный оттенок дает, но чуть-чуть, чтобы не было, чтобы свежесть не потерял оттенок. Да, даже многовато. Сразу чувство солнца появилось. Да. Как-то чуть-чуть это добавляли. Да, кадмий желтый темный, он такой один, наверное, из самых таких приближенных к солнечному спектру, когда белую бумагу освещает солнце, которое уже немножко так за полдень, не выбеливающий такой свет, а когда уже вечернее солнце, предвечернее, оно вот как раз вот этот оттенок на белом. То есть универсальный такой вот, универсальная краска для показа солнечного света. То есть его можно и в шкурку немножко лошади вводить, вот этот оттеночек. Как мы работаем? Чуть-чуть делаем девушку, чуть-чуть делаем Да. лошадь, чуть-чуть делаем фон. Да, вопрос понятен. Да, кусочками там, по крайней мере, я так работаю, просто так сложилось. Исторически работаю очень недисциплинированно, но я знаю, что так нужно работать, не застревать на одном месте. Вот, Не надо делать целый кусок, да, он все равно будет выше. Понимаете как? Тут все. Вы, например, решили голову лошади сделать. Сделали вот в этом окружении. Вроде ничего, все хорошо. Потом сделали окружение, оно, во-первых, тонально изменилось, цвет, понятное дело, изменится. И тонально, оно или светлее станет, или темнее, дробнее, или же наоборот, там, обобщеннее. И будет вот эта голова уже чужеродная немножко. Только опытный художник может, зная, что у него получится, сделать безошибочно вот это, а потом безошибочно довершить вот это вот с учетом вот того, что ты сделал ранее. Вот так. Начинающий или неопытный художник не очень чувствует. У него, как правило, если он работает кусками, у него как мозаика из таких достаточно разрозненных, даже по цвету разрозненных. Смотрите, вы одной кистью работаете здесь, потом что-то вам заметили здесь, оп, сюда эту кисточку, и этот оттенок перешел сюда, одновременно связав в цвете два участка. То есть, конечно, не нужно вот так шарахаться совсем уже с места на место. Здесь цветочек, потом в голову. Ну, работаем, например, один подход немножко вот здесь, потом следующий подход по траве пошли немножко, потом вот верхняя часть. И она будет расти единовременно, свежо и цельно. Работать, то есть это на пользу будет.
постараюсь максимально возможно, не максимально возможно, но буду стараться не перегружать картину, поскольку это акварель, темными местами. Хотя здесь они есть достаточно темные, что не очень свойственно акварели. Ну, оставлю такую более-менее легкую, не тяжелую работу. Масло, оно такое тяжелое за своих контрастов больших. Ну, если, кстати, вот когда ты пишешь в акварель, когда имитируешь, можно было бы смазать вот этот грунт белилами, белой красочкой, ну или серой маслом. Тогда бы любая тень, она автоматически смешивалась бы с белым, и не было бы таких плотных теней. Ну вот здесь этого, собственно, нет. Видно, да. Ну, понимаете, не было бы глубоких теней, чего нет в акварели. Так, штрихуем по форме. Вот если это лошадь, не вот так, конечно, а по объему. Да, сразу. Да, тогда автоматически мы помогаем мозгу, ну, то есть глазу наблюдателя, додумать, дорисовать объем лошади. Если штриховать как-то так, сознание будет не дорисовать, оно будет путаться. То ли это плоское, что-то плоское, то ли это округлое. Диссонанса не будет, когда вот штрихуешь по форме. Кисточки прислали Рублев, прислала на пробу кисти. Вот будут через где-то полгода, через месяца 4 выпускать кисти на фиолетовых, то есть на оливковых, что-то, на бирюзовых ручках. Увидите, берите. Хорошая щетина японская, такой еще в России не было. Это японская, особо там закалки особые. Плюс весной будут, да? Да. Ну, весной, может, к лету даже. Они ручной сборки, как мне объясняли, они, каждая волосинка, вот волосинка не со спины, щетинка точнее, на спине они прямые, на боках, а это с боков щетина, они кривые, но собраны вручную вот так. То есть вот так вот. Держится. Да, они держат конус. Вот я работаю, мы пустили эти кисти, я еще до Нового года их пустил, и они работают через день. Каждый день никто их не жалеет, они не то что форму потеряли, я их замеряю, они особо не стерлись даже. Ну, прочная, хорошая щетина, реально. Не знаю, сколько они стоить будут, но они не очень дорогие, наверное, но стоят того. Одно удовольствие чтобы работать. Купить. Вот смотрите, мы от пятна начали как бы вот так вот, теперь же легче, мы как-то чувствуем в пятне вот в этом морду, и уже можно более жесткими кистями немножко уточнять, гонять туда-сюда, вот подгонять форму большую. Симметрию всегда смотрим. Одна ноздря как относится ко второй в данном ракурсе, как глаз к этому глазу, как это ухо к этому. У них есть своя перспектива, точка схода. Она не обязательно, кстати, на горизонте быть, если голова немножко повернута. Ниже горизонта, выше горизонта, вот эти вот линии уха, основание уха, вот это вот. Понимаете, если бы она прямо была, вот эти точки, вот основание уха, например, две ноздри, два глаза, сходились бы на горизонте. Чуть-чуть повернула голову выше горизонта, но в своей точке схода. То есть они должны сходиться где-то. И не быть вот так, один глаз ниже, выше. Хотя легкая симметрия в таких предметах, в таких вещах, как голова, лицо, она бывает. Она характер даже создает. Нет абсолютно симметричных вещей, кроме тех, что сделал человек. Вот там, ну, например, ваза какая-нибудь. Легкая симметрия – это неплохо. Да, и не разбеливаем. Очень важно белила держать, не белила, не
относиться к белилам как к камертону освещения, светлоты красок. То есть не приближаемся к ним, работаем где-то вот в этих диапазонах, не разберем. Ну, относительно, может, платье, действительно, оно может почти к белилам относиться. Даже кожа, она на редких участках будет беленькая, но на самом деле она же не очень белая. Не очень, да. Да, вот пока работаем вот в этих пределах, вот плечико высветляем, шейку. Здесь. И обрезка. Вот наша, смотрите, начинающие часто забывают о таком приеме, как обрезка. Мы сначала можем делать немножко больше объект, предмет, например, контур лица или так далее, немножко больше. Начинающий застревает, он рисует на увеличение, иногда часто уходит. Забывает, что можно качественно обрезать. Вот, например, шею взять, подогнать, подобрать краску и сделать шею, найти плечо, как оно уходит. Желательно контрастным, особенно когда ты хочешь что-то выделить, ты должен делать это контрастной краской. Контраст у нас бывает как тональный, так и температурный. Тональный, понятно, темный к светлому. Температурный контраст — это теплое, холодное. Да, ну то есть вот темное, светлое, вот берем посветлее краску, например, и холоднее, чтобы максимально повысить контрастность, чтобы этот участок был заметен. Берем что-то зеленовато-бирюзовое, голубое. Хорошо, опять всегда красиво, когда профиль чуть-чуть. Да, сейчас попробуем. Даже тут лицо отвернуто, мы немножко сейчас сделаем легкий профиль. Штабель. Да, штабель. На весу не умею работать мелко. Ухо на просвет будет красненьким. Теперь нужно, смотрите, лицо раскладывать, вот о чем я говорил, вот этими. Тут оно хоть маленькое, так, особо тут не развернешься, но вы должны все-таки нижние части поверхности делать темнее и теплее, верхние поверхности делать с фиолетовыми оттенками. В кожу фиолетовый или голубой вводим. То есть поделить уже на рефлексы грамотно. Пока создали грубую форму, а потом тоненько, тонкими слоями, потом поверху. Вот попробуем вот здесь холодный. Или иногда достаточно розового ввести. Марс оранжевый по отношению к розовому, ну в данном случае краплок-розовый холоднее намного, чем Марс, и поэтому он кажется намного холоднее. Да. Можно вот эти поверхности, которые у нас в теневую уходят, обращены к теневой, делать через краплак, например. Эта теория надо знать. До того все просто знать вот эти правила. Брать любой предмет, несмотря на то, что даже такой сложный, как голова лошади или человека, как простой предмет, как набор поверхностей зеркальных, матово-зеркальных. И каждая поверхность будет отражать примерно, влиять на нее будет то освещение, какое отражается от данного участка. Было бы тут зеленое дерево, вот эти участки, особенно если близко стояло, были бы зеленые. Те, кто к небу относятся, вот здесь поверхности, они с голубым оттенком.
здесь фантазийно, этого ничего, почти ничего не видно, но вы должны это знать. И все, и дальше все будет просто. Вы даже задумываться не будете. Будете прокладывать плоскости автоматически освещению, что оно отражает, каждая плоскость. Конечно, локальный цвет должен быть, ну, цвет, например, кожи. Вот у нас в качестве этого цвета Марс оранжевый. А его окрашивать, этот локальный цвет, в рефлексы. Рефлекс солнца – это у нас желтый, здесь трава зеленая, здесь фиолетовое или синее небо. Вот. Был бы еще какой-нибудь предмет, например, красная ткань какая-нибудь, красные рефлексы пошли мощные. И чем ближе вот этот предмет, который рефлексирует, например, ну тут бы, например, было что-то красное, мощное красное. Если бы далеко, влияние почти не оказывало бы. Если близко, обязательно нужно связку сделать цветовую. Ясно. Вот смотрите, нанесли красочку. Ну, что касается моделирования лица, сложных предметов, тонко делаем. И, смотрите, пустой краской, пустой кисточкой мы эту краску гоняем, делаем форму, вытираем. Она должна быть, ну, практически сухой. Грунт, естественно, не должен быть скользким. Есть скользкие грунты, на которых, особенно щетина, оставляет, она процарапывает до белого грунта, и это брак. Грунтик должен быть немножко держать краску, то есть он должен быть, ну, таким слегка шершавым. В данном случае это сильно шершавый холст, он очень хорошо держит краску, но с него прям не снимается она тут, ну, намертво. Это очень помогает, то есть первый слой у нас в качестве подмалевки, то, что мы набрали краску, как по подмалевку уже мы продолжаем работать. Вот. И также, смотрите, вот нужен, например, розовый, ну, чтобы оживить немножко кожу. Взяли что-нибудь красненького и также сняли немножко, и вот эту пудрочку гоняем сюда, добавили, чтобы перебора не было, понимаете? Вот так потихонечку мы вытягиваем сложный предмет, сложный вот этот, ну, в данном случае девушку, лицо. Здесь много краски, нужно обрезать. Снимаем лишнее, промакиваем тряпкой. Кстати, и лицо можно, когда много краски, вот так вот для вот этого, для минимального слоя. Чем тоньше, ну я уже повторяюсь, тем легче вести работу. Вот, сняли и обрезали. Обрезать лучше мягкой краской, мягкой кистью. Для чего? Чтобы не жесткая кисть, типа щетина, она поднимет вот этот коричневый, сразу смешается, а мягкая она как бы поверху идет. То есть нам удобнее, немножко удобнее делать обрезку мягкой кистью. Так, вот волосы девушки можно через коричневый, Марс коричневый. Сначала полутеневые вот такие. Тоже можно строительной кистью все это сделать. Немножко разбавить, чтобы мягко ложилось. Это сразу пышнее волосы придут. Полутеневые, дать немножко простояться и потом уже бликующее проложить, соломенный оттенок поискать. Волосы длинные. Да, вспомнил. Длинные, да. Вот.
охры. Охры желтые для блондинки вполне достаточно, даже, возможно, и перебор по желтизне. Не желтый. Да, так что не желтый ни в коем случае. А мы всегда хотим пользоваться желтым. Можно направление какое-то создать мягкой кистью. То ли свет, то ли ветер, то ли... Прежде чем писать цветы. Да. Мы разбавитель сухой, краска уже стала, то есть уже прошло какое-то время, она стала, и можно заново какой-нибудь краской на легкое высветление или на затемнение вот так поработать, обогатить пространство, чтобы оно слегка задышало. Очень красиво. А потом поверху вот этой вот уже писать намек на цветы, на какие-то, на траву. Так можно немножко усложнить пространство каким-нибудь валиком. Только желательно светлой краской со светлого на темное заходить, не наоборот, когда темное, это не очень хорошо. Просто усложнить пространство, чтобы оно так тоже задышало немножко, а потом все это перекрыть. Это валик резиновый для обоев, знаете, такие продаются. И пассатижами вырваны куски, чтобы получился такой случайный рисунок. Я для зрителей говорю, вот для больших пространств вот такие вот есть, это для маленьких. То есть вот сирень писать так хорошо. Вот смотрите, немножко работы, она уже, смотрите, насколько сложная становится, там много всего. Вот. А потом мы это перекроем. Мы всегда очищаем вот так вот валик и со светлого на темное. Вот, видите, там хорошее. Ну, это баловство, конечно, но иногда помогает. Мы вот так сирень иногда набираем, черновую работу, раскидаем пятна, потом вот так... На природу тоже хорошо делать. Листья хорошо, да. А потом уже по этой черновой работе уже более осмысленно можно что-то делать. Но это в основе все равно останется, и она будет видна, чувствоваться. Вручную делать это сложно. То есть это очень можно, но это много времени уйдет. Это что вы сейчас делаете? Да, усложняем текстурку травы.
Вот можно взять отсюда желтый и вот сюда раскидать желтую веточку какую-нибудь. Мы когда-то так платье девочки делали, просто большое платье, и получился гипюр, или я не знаю, как это называется, ну шикарно. Девочка на фоне платья просто потерялась. Можно с палитры, кстати, брать краску аккуратненько. Вот так вот нужный цвет собрать мастихинчиком и растереть по палитре, например, какой-нибудь, ну вот желто-зеленый. Вот так растереть тонким слоем, вытереть валик, прокатать по этой красочке и потом уже вот, ну, какие-то оттенки. Желтого набрали, желтого. Набрали голубенького потом. Но этот прием очень декоративный, он не должен в живописи быть виден. То есть поверху обязательно все это нужно закамуфлировать, закрыть. Вот смотрите, сколько времени экономит вот на такие вещи. Правда. Так, а теперь маскировать. Маскируем. Маскируем. Сейчас начнем. Интересно. Как интересно. Тоже как же интересно. Вот направление. Ветер у нас туда, по волосам, и, соответственно, трава тоже будет им навстречу. Блондинок лучше охрой писать, да? Да, не сильнее, чем охра. Да, так. Ну, вы гляньте на свои волосы. Они, это даже не охра, у вас сиена. Сиена. Охра – это перебор. Желтая охра, во всяком случае, это перебор. Зима сейчас сиена. Вот Да, и вот это и есть маскировка. Все, уже здесь смело пишем цветы, и уже вот это не чувствуется как, ну, может, кроме вот этих мест, не чувствуется как что-то инородное. Инородное Да. Смотрите, сколько потратили время? 3 минуты, а оно пространство уже задышало. Да, очень красиво, да, смотрится. Просто картинку. Красиво. Да, Платье вот летает. это мы разбавляем белила, ну, с оттеночком, и жиденько. И вот так вот, вот какое-то вот движение с вылета на вылет. То есть, понимаете, Да. касание. И быстро. Скорость нам дает ровность мазка, то есть не какая-то кривость. Б, рвется мазок, он прозрачный. Угу. У вас интересно. Ну, Я так. сразу вот там добавляла. Что мне уже только лицо здесь стало. Тряпки тут всякие. Да. Женщины, мы любим такие У меня Стучки. стучки. Не правда? Ну, немножко. Сега, как у тебя? Ну как? Ну, стучки такие. Стучки. Стучки. Знаешь, я больше не Так, на шею делаем ленточку. Да, можно. Плоской кистью, также разбавленная краска, плоской хорошей новой кистью, ну, чтобы которая держит хорошо форму. И вот так вот, понимаете, как пером пишешь, где-то она
узко, где-то развернул, она широко будет, вот как плоское перо. Ну да, лучше свою писать. Да, лучше свою писать. Есть фотография? Есть фото? Всего вокруг своего, Олег, Да, да, правильно? конечно. Ну, как бы. Траву я тоже плоской кистью обычно делаю, новой плоской кистью. Мгм. Так, смотрите, ромашки мне писать неохота. Что ж мы за цветы придумаем, чтобы такой Да, вот... там можно Или все же ромашки? все равно что. Если вы мне поможете, ромашки. Ромашки. Да, так мы просто сделаем намеком, какой-то да, мяком, да. цветы Это какие-нибудь. самый лучший вариант. Так хотел влюбиться. Может быть, фиолетовые какие-нибудь. Да, да. Какие-то есть такие любимые работы. Конечно. Также Это плоской же- кисточкой берем немножко недомешанную краску Мгм. и уголочком скидываем с разной степенью давления. Я считаю, что это очень круто. И глядишь, там что-то, опять же, наш мозг дорисует в этой краске. Ну, такая душа, такая целая. Да, и здесь вот хорошо показано окружение. Вот я на камеру покажу. Как бы вот эти цветы окружают. Чувствуете вот этот полукруг? И полукруг. круг. Желательно показать такое хорошее композиционное обрамление. Мгм. Смотрите, кисть держу максимально далеко, чтобы не контролировать. Вот когда так держишь, ты контролируешь, и ты будешь, внесешь логику. Логика здесь не нужна, в природе нету, как растет. Ну, есть точнее, но там она такая нечеловеческая логика. Вот. И да, держу далеко уголочком и как бы немножко напряженно держу кисть, чтобы она так тряслась немножко. Где-то она не оставляет след, где-то вот дотронулся немножко, ну, ближе, она где-то случайно оставила. А кисть у меня вот так немножко трясется. Не знаю, как это объяснить, но прием хороший для вот такой вот случайной работы, чтобы оставлять случайности. То же самое с зеленью. Вот если какие-нибудь там листики, листья есть, также уголочком. Да, и пишем гаснущей кистью, так называемой. Не знаю, что это выражение, но как бы краску берем сначала на ближний план, цвет. Вот я, например, беру сейчас достаточно сильную фиолетовый цвет. Беру вот здесь, сбрасываю, и все, дальше на убывание. Вот она еще пишет, но она уже загрязнилась. Об этой краске, но она еще пишет. Она оставляет нежные оттенки. Они тоже нужны. Все писать ярко.
Нам нужны Ну, пастельные понятно, да, полутона. да. Вот она еще пишет, Полутона. контролируем. Ну вот вроде уже все, погас. Все, берем тогда, снимаем, берем новую партию краски. Это какая-то специальная лошадь, какая-то Пржевальского. Ладно, из головы. Как будто бежит. Да, как будто у него шея вот так. Мгм. Тихо, часы тикают. Ну, хорошо. А? Хорошо стало. Платье. Не надо чуть-чуть Продлить? платье. Продлить? Мгм. Нет, оно хорошо размывается здесь. Ну, будет. Ну, оно Ну, будет приятно. уходить. Вот Я. здесь такое. Я. Так, ну все, наверное. Да? Удалось. Спасибо. Да нет, что.